Я вообще из той массы людей, которые считают, что скрипты — это зло. Вокруг этой темы очень много стереотипов. Звонили с банка и с навязыванием какой-то услуги по шаблону. Фиг его знает, на кого это рассчитано. А напишите новичку скрипт. В своей структуре я точно буду это вводить как правило. И вы увидите, что конверсия у вас в структуре сразу вырастет. Всем привет! Сегодня поговорим на тему шаблонов и скриптов продаж в MLM. Нужно ли их использовать, не нужно, а если использовать, то где и как. Вокруг этой темы очень много стереотипов, и вот, кстати, прямо сейчас. Напишите в комментариях, пока еще не прослушали ролик, кто считает, что скрипты — это зло, а кто, что они, наоборот, помогают в продажах. Уверен, всем интересно посмотреть статистику. На самом деле скриптам розни, и где их применять, а где нет, это тоже вопрос. Я думаю, всем, наверное, в свое время звонили с банка и с навязыванием какой-то услуги по шаблону. Скажите, правда же хочется положить сразу трубку буквально после первых пару фраз? Было такое? Или в личные сообщения прилетает вот такая портянка, где меняется только имя и строчат как из автомата. Фиг его знает, на кого это рассчитано. А еще более интересно, на что рассчитывает тот человек, который все это рассылает. Я вообще из той массы людей, которые считают, что скрипты — это зло. Потому что каждый человек — это индивидуальность, это личность, и каждому можно находить свой ключик. Я считал, что скрипты можно использовать только перед аудиторией, когда это уже отобранная целевая аудитория, и балансировать перед каждым не получится. Но опыт в сетевом перевернул мое убеждение, и то, что могу сделать с легкостью я, другие не могут за мной повторить. И лично я принял для себя, что когда мало продаж и много отказов, скрипты нужны. Так как в большинстве случаев это не отказы, а просто неотработанные возражения. И если будет продуманный, запрограммированный речевой модуль, то он хотя бы математически сможет помочь каждому, если вы будете говорить то, что там прописано. И еще также заметил, что многие боятся сделать допродажу. То есть, когда клиент уже готов взять продукт, боятся его спугнуть или даже об этом не думают, что можно предложить что-то ему еще, и тем самым не увеличивают продажу. Ну, вот такой пример. Вы приходите в кофейню, заказываете чашечку кофе, и один из барменов вам продает именно чашечку кофе, а другой предложит вам какой-то сопутствующий товар. Может, конфетку, маленькую шоколадку, печенье, ну, в общем, какую-то малость. Как вы думаете, у кого будет выручка больше? Уверен, тут сомнений ни у кого нет. Вот в сетевом, особенно у новичка, почему-то все стремятся спасти клиента от дополнительной траты денег. То, что это же дорого, пусть хотя бы это возьмет. А напишите новичку скрипт, и он обязательно уже предложит эту маленькую шоколадку кофе. В общем, сейчас я уверен, что скрипты существенно помогут новичку ориентироваться в продажах. Иначе новичок будет продавать только тем, кому и так надо. То есть он будет продавать тем клиентам, для которых он является проводником, то есть горячим клиентам. Но а горячих нужно еще поискать. И получается, тех, кто еще немного сомневается, кому нужно сравнить, кого нужно немножко подтолкнуть, мы их просто сливаем. Скрипт, как ни странно, может быть тоже простым, человеческим, и не обязательно, чтобы человек говорил прям каждое слово. Под скриптом я понимаю последовательность нужных, эффективных действий, прописанных нормальным языком, которые будут помогать продавать. И еще раз подчеркну, это не значит, что нужно повторять слово в слово. Ну, давайте для примера, что скрипты могут быть простыми и человеческими, разберем такую ситуацию. Те, кто немножко уже подольше в сетевом, уверен, у каждого в структуре есть люди, которые что-то покупали когда-то, а теперь нет. И хочется, конечно, чтобы их реанимировать. Как поступают при этом в большинстве случаев? Открывают свою клиентскую базу и начинают обзвон. Алло, Марина? Здравствуйте. Это Сергей. Такая-то компания, помните? Вы у нас раньше покупали, а вот сейчас нет. Может, что-то не понравилось? Ну или что-то в таком духе. А теперь давайте сделаем то же самое, но по шаблону, который можно спустить в структуру. Марина, здравствуйте. Это Сергей, такая-то компания. Вы раньше у нас покупали? Дело в том, что у нас сейчас вот такая-то акция и есть вот это и это. Давайте я расскажу подробнее, хорошо?
Вроде бы незначительная перестройка информации, но вы уже формируете предложение, от которого сложно отказаться. Согласитесь, умение так общаться приходит с опытом. И я понял, что вроде бы это просто, но чтобы так общаться, я-то прожил в продажах не один десяток лет. Почему-то ожидал, что человек, который ко мне пришел без опыта в продажах, должен тоже сходу так говорить. Можно еще много, конечно, примеров скриптов разбирать. Ну вот банально даже в конце сделки, когда человек уже готов купить ваш продукт, новичок может просто стесняться спросить клиента о намерении покупки или задаст ему вопрос в лоб. Ну что, берем? Пропишите ему скрипт. Вам как удобнее рассчитываться? Картой или наличными? И вы увидите, что конверсия у вас в структуре сразу вырастет. Так что, друзья мои, у кого есть опыт в продажах, я рекомендую прописывать скрипты для команды. В своей структуре я точно буду это вводить как правило. Ну а на этом у меня сегодня все. Всем, кому был полезен, ставьте палец вверх и не забывайте подписываться на канал. Здесь каждую неделю вы сможете получать актуальную информацию о продвижении в MLM. Пока!